Всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать в мир новостей от компании Zippo. Вы, наверное, спросите: Александр, а ты не заблудился? Это же не твой канал. Нет, друзья, я здесь не случайно, и чтобы у вас не возникало вот таких вопросов, я сейчас постараюсь вам все объяснить. Просто администрация Zippo фан-клуба решила у себя на канале запустить новую рубрику, а меня, в свою очередь, пригласили ее вести. Как часто будут выходить ролики в этом формате, я пока вам не скажу. Все зависит от вас. Если вам понравится, то мы будем это делать чаще. Ну а пока я думаю, что раз в месяц. А сейчас устраивайтесь поудобнее. Погнали! Не так давно, с 9 апреля, Zippo у себя на официальной странице Facebook запустила прямые трансляции с известными нам художниками, которые давно сотрудничают с компанией, и дизайны которых мы уже видели на наших любимых зажигалках. Но главной новостью стало то, что у компании появился новый художник-партнер, это Джон Смит Гамбула, дизайны которого тоже официально появятся на зажигалках Zippo. Но если мы уже много знаем о первых трех замечательных людях и художниках и имели удовольствие видеть много их дизайнов, то о Гамбуле мало чего ведаем. А он, в свою очередь, хорошо известен у себя на родине и является прямым потомком и послом народа Вака-Вака в Саут-Бернете, Австралия. Сам происходит из семьи одаренных людей с богатым художественным прошлым и сам занимается искусством профессионально уже более 20 лет. И у него очень много различных продуктов, таких как традиционные холсты, дизайн и производство нумизматики, то бишь монет, товары для дома, чехлы для мобильных телефонов, футляры для очков и многое-многое другое. Перечислять просто не хватит времени. Так что вот такой вот непростой наш Джон Смит Гамбула. Ну и немного не рассказать о других художниках и участниках этих стримов было бы некрасиво с моей стороны. Когда я смотрел Стивена Спазука, мне очень понравилась его студия, его работы, висящие на стене. Но вот когда он включил ролик с тем, как он это делает, ребят, это что-то невообразимое. Я хоть и знал о его технике нанесения рисунка копотью, но с какой легкостью он это делает и потом дорабатывает, я не знаю, это просто высший пилотаж. Клаудио Мацци тоже показал свое рабочее место, очень приятно было видеть все его работы. Конечно же, очень поразило то количество зажигалок, дизайны которых он создал, увидев их все вместе. Плюс ко всему этому Мацци показал, как создавался дизайн модели, которая была выпущена специально для прямого эфира. Я, по-моему, это даже не упомянул. Для всех этих трансляций Zippo выпустила ограниченные тиражи зажигалок, и пока шел стрим, любой человек мог зайти в магазин на сайте компании и купить эту модель. Но тут, конечно, кто успеет, потому что тираж был всего по 250 зажигалок от каждого художника. Ну, о них чуть позже, сейчас мы вернемся к нашим трансляциям. Когда начался стрим Сэнд Стоукс, а я смотрел его уже вживую, ребят, я просто обалдел от картинки, посмотрите сами. Энн сидит в таком эпичном кресле в ее стиле, а вы уже знаете, что она рисует в стиле фэнтези. Справа от нее голова дракона, на столе фигурка феи, подсвечники, драконьи яйца. Видно, что человек очень увлечен своим делом, а не просто там нарисовал и слепил что-то и забыл. Конечно же, очень это понравилось. На стриме она показала много своих работ, также и лимитку со своим дизайном для этой трансляции. Промо-ролик для нее получился просто шикарным. Короче, от всех стримов я получил массу удовольствия. Если есть желание, зайдите на страницу Zippo в Facebook и посмотрите все эти ролики, они еще остались в записи. Ну а если еще кто-то понимает разговор на английский, то для себя вы подчеркнете массу информации. Ну а сейчас я вам покажу эти 4 зажигалки, которые Zippo выпустила для всех этих стримов. Вот они перед вами. Цена каждой составила $39,95 и количество моделей, как я и говорил, по 250 штук от каждого художника.
Конечно же, они все были распроданы моментально, но не расстраивайтесь, господа коммерсанты из Америки позаботились и об этом. И сейчас эти зажигалки можно найти на eBay, но цена, конечно, не каждому по карману. Например, зажигалка от Matsu была выставлена на аукцион, и за 3 дня до его окончания цена уже составляла $107, это без учета доставки. Так что если ваши желания совпадают с возможностями, то eBay ждет вас. А теперь перейдем к новинкам Zippo. Как вы знаете, не так давно компания пальнула со всех пушек и начала выпускать зажигалки с новым дизайном 540 Color. И похоже, они очень понравились покупателям, поэтому Zippo продолжает развивать эту линейку и добавлять в нее новые дизайны. На сайте появилось несколько новинок в этом стиле. Вот эта Zippo iSpy, на мой взгляд, очень удалась. Я думаю, это не тот дизайн, на который, знаете, как бывает, видишь на картинке, так нравится, что насмотреться не можешь, а в реале берешь в руки и выбросить хочется. Тут дизайнеры постарались, чтобы у вас не возникло такого желания. Так что советую присмотреться к этой модели. Еще 3 новые зажигалочки 540 Color тоже увидели свет. Вот такие симпатичные модельки с лосем, медведем и оленем. Я думаю, тоже зайдут коллекционерам. Вообще новинок появилось очень много, показать все просто не хватит времени. Если есть желание, можете сами зайти на zippo.com и посмотреть их все. Но вот из всего этого изобилия я бы хотел выделить еще парочку моделей. Первая, вот эта простенькая Classic Glow in the Dark. На первый взгляд обычная модель, похожая на White Mate, но тут не все так просто. Помните выпуск к 25-летию выхода котиков «Тайны леса»? Они еще светятся в темноте. Так вот, покрытие у этой зажигалочки такое же, тоже светится в темноте. Я думаю, она понравится многим, тем более, что будет здорово вытащить такую зажигалку из кармана в темноте в кругу друзей и потом посмотреть на их удивленные лица. Или же где-нибудь на природе, когда уезжаешь с ночевкой, и зажигалка у вас выпала из кармана, а смотришь, она где-то там в траве светится, прикольно же, заодно не потеряется. И вторая модель, это Zippo The Face. Ее примечательность в том, что этот дизайн на зажигалке, скажем так, эта картина, была показана на лондонском фестивале настенных росписей, чтобы как раз отпраздновать запуск дизайна зажигалок Zippo 540 Color. И она заняла целую стену на огромном здании. А сейчас я хочу рассказать не о том, какие еще новинки выпустила или выпустит Zippo, а наоборот, с какими дизайнами на зажигалках мы скоро попрощаемся. Все дело в том, что компания через определенное время и по разным причинам снимает с производства некоторые свои модели. И как раз сейчас под это попали вот эти вот зажигалки. Некоторые, да, так себе, но есть и такие, что, я думаю, можно было бы и продолжать выпускать. Например, Spazuka, N-Stokes, некоторые Jim Beam, Woodchuck, тут есть как бы на что обратить внимание. Это, конечно, мое субъективное мнение, но все же, я думаю, многие согласятся с ним. Но есть и один плюс. Если у кого-то есть такие модели из этого списка, то скоро они попадут в разряд редких. Ну а если у кого-то нет, то успейте приобрести, перекупы не дремлют, и тем более, что скоро их цена пойдет вверх. А на этой немного грустной ноте хочу закончить сегодняшний выпуск. Я думаю, что перерыв у нас будет небольшой. Как я уже и говорил, все зависит от вас. Если формат понравится, то мы это будем делать чаще. И если вы захотите, чтобы мы добавили еще что-нибудь, то обязательно пишите в комментариях. Все идеи будут только приветствоваться. Ну а на этом все, друзья. Желаю всем удачи и новых пополнений. Пока-пока.